Создать ощущение внешнего врага, чтобы все считали, что мы оккупированы. Головная боль, как у дятла. Украина, Украина, Украина. На телевидении очень много того, что вообще бы не стоило показывать. Люди живут, где там потолки обваливаются, стены рушатся. Хотим так же жить, как живет Европа. Ну надо же откуда-то брать слухи. Как вы думаете, почему по российскому телевидению все время показывают про Украину, про Америку, про Сирию, про что Не угодно? показывают, да? Почему так? Не знаю, почему они так делают. Там все равно живут. Будь здоров. А у нас квартиры людям, да? Вот сейчас я смотрю молодежи, правда? Ипотеку попробуй ее выплати. А если вот так работу теряет? В советское время мы не теряли работу. Хоть прибавили пенсию побольше, на паперте не стоять, холодно, иногда и раз, милиция штрафует. Я говорю, да что же вы, господи, баба, где же такие деньги-то взять? Тот раз штраф 5000 взяли. Ой, да сейчас еще заблокировали как его зовут-то? Социальную карту? Социальную, не делала прививку, купила 250 тройку. Я не могу бесплатно ездить, мне стыдно. Мы с советских времен. Еще от пенсии на тройку надо. Куда деваться-то? Не знаю, видимо, политика наша такая. Как вы думаете, правильно это вообще или нет? Конечно. Хотелось бы больше видеть про проблемы внутри страны или... Ну, конечно, внутри страны. Ну, это элементарно. Если показывать про Россию, так должен же кто-то в России за это и ответить. А так хорошо стрелки перевести на Барака Обаму, на кого угодно. Ну, чтобы замолчать то, что как у нас тяжело. В Подмосковье люди живут в квартирах, где там потолки обваливаются, стены рушатся. Это наплевать. А мы помощь несем Сирии, Пакистану, Афганистану. Нас убивали в Афганистане, а мы теперь им туда помощь поставляем. Америка не поставляет помощь, мы поставляем. Для чего? А про своих людей мы забываем. Мы что, не люди? Нам помогать не надо. У нас газ, нефть. А живем в нищете. Мне на пенсии сидеть надо, там, с внуками сидеть. Не могу. Деньги нужны, чтобы за квартиру заплатить, за дачу заплатить, за одеться мне, обуться, покушать. Что мне делать? 10 тысяч? Я за квартиру плачу 10 тысяч. Только я не знаю почему. Мы тоже об этом задумываемся. Тоже хотим так же жить, как живет Европа. А у нас почему-то не получается. Очень тяжело пенсионерам, очень. А у меня семья большая, у меня уже внуки, у меня уже правнуку старшему 15 лет. И тоже учатся, и все, родители платят за все. И бабушка не отстает. Никто от бабушкиной копейки не отказывается. Может, им это выгодно. А вот показали бы, проехали по деревням. Калужскую область, Тамбовскую, Рязанскую. Вот, где я был. Везде разлуку. Ферма разломана. А раньше такие колхозы, миллионеры стояли. Машины уходили. Каждый день по 2-3 машины на Москву только с курицей уходили. А сейчас откуда курица идет? Союзконтракт. А в чем выгода для российского телевидения показывать другие страны, но не показывать Россию? Я думаю, выгода лучше показывать правду, а не кто где как живет. Пускай ездят по колхозам, посмотрят, с крестьянином поговорят. А почему по российскому телевидению все про Украину, Америку, про Сирию, но ничего про Россию? Я не знаю, девушка, я не знаю. По-моему, ответ очевиден, но я не стану его вслух говорить. Я думаю, все понимают. Как у пивоваров, все понимают. Значит, им важнее чем Россия. Россия, считаете, это не важно? Для них или для самих россиян? Самих россиян. Для самих россиян, я думаю, это важно. Для них это, возможно, не важно. Почему по российскому нашему телевидению все время показывают про Сирию, Украину, Америку, про что угодно, только не про саму Россию? Нет, я этого не понимаю. Вообще, у нас ребята смотрят, там тоже даже на работе, раз интернет, Украину, как вам сказать-то, я бы лучше посмотрел наши просторы. И сказали бы, как наши живут, что делают, что развивается, что производство какое-то идет.
это, и это, и это, и это. Ну, чё, серьезно. Вам нравится, например, каждый день будет головная боль, как у дятла. Украина, Украина, Украина. Ну, в принципе, тоже, они, в принципе, наши соседи, все, хочется тоже, чтобы у них тоже было хорошо. Ну, а зачем показывать, собственно, про наши какие-то неудачи или еще что-то? Ну, с кем не бывает, собственно, как бы. А вообще про нас показывают иногда. Говорят, что вот что-то добили, что-то сделали. А как вы считаете, что наши неудачи нужно не показывать, а их неудачи нужно нам обязательно показывать? В чем логика? Ну, логика в том, что, собственно, зачем? Это же демотивирует всех только. Ну, сказали о проблеме, так, пошептались, там как-то решили ее, и все, собственно. Зачем демотивировать людей? А про телевидение, на телевидении очень много того, что вообще бы не стоило показывать, особенно по Первому каналу и прочим. А касательно Америки, да пусть показывают. Ну, как бы, это же СМИ, там нужно говорить обо всем. Я бы для Ёшкиного крота бы дала интервью. Почему по российскому нашему телевидению все время показывают про Украину, Америку, Сирию, Запад, Европу, но только не про Россию? Ну, это очевидно. Просто чтобы отвлечь внимание людей от решения вопросов действительно важных на какие-то глобальные, создать ощущение внешнего врага, чтобы все как бы считали, что мы оккупированы, вот, но только бы не обращали внимания на внутренние проблемы. И на самом деле, не знаю, может, они действительно такие идиоты, и им кажется, что это получается, что люди действительно ведутся на это. Но телевизор сейчас почти никто не смотрит. И вот у нас даже в районе постоянно собираются какие-то акции, митинги против вот строительства. Опять же, тут Хорды был. Ну, люди ведут активную социальную деятельность, и это просто не работает. Чтобы закрыть все проблемы, чтобы отвлечь, как только в России что-то происходит, по телевизору никогда не показывают, что происходит, только какие-то развлекательные шоу, типа Евровидения и так далее. Ну, чтобы мы переживали за Америку, а не за себя. Ну, надо же откуда-то брать слухи. У нас слухов мало, а они большинство за границей берут. Там поинтереснее, чем у нас. Ну, все веселее? Да. Показывают неправдиво все. И все-таки отвлечь половину нашего населения России, которые... У меня есть люди, которые близко принимают к сердцу, переживают. Какая-то начинается паническая атака, тревожность, поэтому лучше показывали про нашу Россию, что мы будем в дальнейшем иметь, как мы будем бороться, так как разворовывать леса, Байкал загрязняется. Почему не показывают про загрязняющийся Байкал, про разворованные леса, про борьбу людей, а показывают про Запад и... Я не могу на этот вопрос ответить. Наверное, кому-то это выгодно. Все-таки, наверное, телевидение, когда кто-то выходит в эфир, за это же платят деньги. Контролирует и цензура. Зачем им это нужно? Кому? Им? Да. Во-первых, они сидят на кормушке. Во-вторых, делают все для того, чтобы их оттуда не спихнули. Ну, потому что все это заказное. Потому что заказывают. Потому что про Россию, если они начнут говорить, ну, просто уже, ну, что можно сказать?